северу от Вологды находится Белозерье, край, упоминавшийся в русских летописях еще со времен Рюрика. Богато было Белозерское княжество лесами, озерами и реками. Здесь находились знаменитые Волоки, по которым проходили водные пути на север, к Белому морю, и на восток, на Урал. Почти 2 века назад на месте Волоков прорыли Северодвинский канал. По сей день неспешно движутся по нему корабли, открываются старые понтоны и шлюзы. Край водных проселков. Рельеф Белозерья создал Валдайский ледник. Он углубил чаши озер, прочертил русла рек и, растаяв, наполнил их водой. Груды материала, принесенного им из Скандинавии, стали холмами. Из чего они состоят, хорошо видно в карьере. Из валунов различных размеров и происхождения. Граниты соседствуют с известняком, кварциты с мелом. Ледник собирал по дороге все без разбора, перемешивая элементы земной коры. Здесь встречаются удивительные вещи. Это озеро наполнено минеральной водой. Его наполняют родники, которые под землей размывают известняк. Осенние листья, упавшие в источники, словно покрываются инеем. Просто вода настолько химически активна, что незамедлительно вступает в реакцию. Ландшафты эти очень молоды. Ледник ушел около 10 тысяч лет назад. Здесь была его граница. Камни, которые он толкал перед собой, сложили Белозерско-Кирилловскую гряду холмов. Гряда невысокая, но по ней проходит часть глобального водораздела между бассейнами Северно-Ледовитого океана и Каспия. 2 крупнейшие речные системы находятся рядом друг с другом, поэтому издревле между ними были проложены Волоки. Знаменит был Славенский Волок, известный с X века. Из Шексны по ее притоку, реке Славянке, ладьи поднимались до Никольского озера, а там всего 4 версты по суху до бассейна северных рек. В устье Славянки, подтопленном Шекснинским водохранилищем, сейчас впору жить русалкам и кикиморам. А когда-то тут проходил оживленный водный путь, по которому новгородцы отправлялись в глухие северо-восточные земли. Самые высокие холмы лежат в стороне от водораздельной гряды и состоят из крупных известняковых глыб. Здесь они называются горами. Одна из таких гор – Маура. Можно сказать, что с нее началась новая история Белозерья. Произошло это в 1397 году, когда на ее вершину поднялись иноки Кирилл и Ферапонт, пришедшие из Москвы. Как рассказывает легенда, святые отцы взошли на гору, чтобы оглядеть округу и выбрать место для своей будущей обители. В те времена гора пользовалась недоброй славой. На ней еще сохранялись следы языческих капищ. Маура значит «темная». Вероятно, в древних поверьях она была воплощением мрачных сил природы, ночи и смерти.
Вот на такую гору поднялись святые иноки и увидели место для своего духовного служения. Так говорит легенда. Но вся вершина поросла густым лесом. Что же могли увидеть Кирилл и Ферапонт? На момент прихода Кирилла гора была полностью освоена земледелием. То есть она была распахана. И сейчас на ее вершине и на склонах можно найти очень четко прорисованные межи и каменки. То есть туда, куда сносили камни с пахотных полей. То есть она была вся распахана. Позднее она поросла лесом. Происходит это очень быстро, поскольку основа вот этого холма, этой горы составляет пермские известняки. Значит, реакция почвы здесь очень благоприятная для роста растений, энергия роста очень высокая. Высокоствольный лес вырастает буквально за 60-70 лет. Только в 20 веке, когда гору перестали распахивать, поднялся этот лес. А совсем недавно сотрудники национального парка прорубили в нем просеку, чтобы с вершины снова открылся вид на Кирилло-Белозерский монастырь. Башни и стены монастыря, кажется, поднимаются прямо из вод Сиверского озера. Озеро является частью Северодвинской системы. Но во времена Кирилла оно находилось в стороне от главных водных дорог. Впрочем, и тогда места эти не были безлюдны. Есть в житии рассказ о том, что некоторые крестьяне агрессивно встретили преподобного инока, ведь строительство монастыря означало появление нового хозяина. И правда, после смерти Кирилла обитель сделалась крупнейшим владетелем северных земель. По богатству и мощи монастырь уступал разве что Троице Сергиевой Лавре. Он был осыпан щедрыми дарами царей. Особенно жаловал обитель Иван Грозный. Его родители приезжали сюда молиться о рождении наследника. А когда он вскоре родился, на средства счастливых супругов здесь была построена церковь Иоанна Богослова. Сам Грозный бывал в монастыре 4 раза. Много жертвовал обители, подарил ей богатый славянский волок. Монахам поручал молиться за казненных им людей. Царь хотел умереть здесь, простым иноком, но Бог не дал. На средства другого царя, Алексея Михайловича, были возведены внушительные крепостные стены. Но, несмотря на богатство, монастырь следовал строгому уставу своего основателя Кирилла. Не случайно из его стен вышло множество святых людей, пустынников, подвижников веры. После революции монастырь был закрыт, а не так давно вновь возродился. Правда, пока в нем живет всего несколько монахов. Со времени появления монастыря возле него образовалась слобода, которая после превратилась в город Кириллов. В 1825 году возле Кириллова началось строительство канала.
Проектом руководил герцог Александр Вюртембергский, главнокомандующий ведомства путей сообщения. Его именем по повелению императора была названа вся эта судоходная система. После 1917 года канал герцога Вюртембергского переименовали в Северодвинский. Система связала порт Архангельск со всей Россией. По ней сразу же началось активное судоходство. Основным грузом была древесина. В Архангельск везли дубы на строительство кораблей, а в обратном направлении из богатых лесом северных районов в Москву и Петербург сплавляли сосну и ель. С постройкой в 1933 году Беломор-канала Северодвинская система стала играть лишь роль местного значения. Немного проходит по ней судов. Летом, может, 3 в день, а осенью и того меньше. С XIX века канал не расширяли. Его ширина 17 метров. Не углубляли. Глубина около 2 метров. Поэтому далеко не каждое судно по нему пройдет. До сих пор у канала деревянные берега и входы в шлюзы. Все осталось, как было. Раньше Северодвинский канал соединялся с таким же Мариинским каналом, который после перестроили, и появился современный Волга-Балт. Это настоящая водная магистраль. По ней из Москвы в Петербург идут 4-палубные туристические теплоходы. Просторы водохранилищ бороздят огромные танкеры. Это уже другая, большая жизнь. Но мы вернемся в Северодвинский канал. В сравнении с Волга-Балтом он кажется тихой проселочной дорогой, но, наверное, живописней дороги в этих краях не найти. Система объединила череду озер. Зарастание озер ледникового происхождения – неизбежный процесс, поэтому обмеление – одна из главных проблем Северодвинского канала уже с начала его существования. К тому же проходит он по возвышенности, влага в него поступала только с осадками. Систему начали постепенно усложнять. В качестве резервуара влаги присоединили Бородаевское озеро. Плотину на нем построили в селе Ферапонтове. Другая плотина сдерживает отток воды по реке Уломке из Зауломского озера. Последний раз ее реконструировали в 1930 году. От таких старых сооружений зависит уровень воды в системе. А ведь эта величина влияет не только на судоходство. От нее во многом зависит жизнь всего района и сел, расположенных вдоль берегов канала. Жители этих сел всегда были связаны с каналом. Кто бурлачил, кто работал на лесопилках. Сейчас постоянных жителей немного, в основном дачники. Но и прежде, и теперь люди, живущие здесь, занимаются рыбной ловлей. Без рыбаков
мирно покачивающихся в своих лодочках, эти озера представить невозможно. На Зауломском озере нам предстояло увидеть зрелище, можно сказать, уникальное. Неводный лов, который ведут рыбаки из рыболовецкой артели. Забрасываемый невод имеет длину 400 метров. Это настоящая промысловая снасть, один заброс которой позволяет вытянуть в среднем полтонны рыбы. Уникальность или даже парадоксальность этого лова заключается в том, что все водоемы Северодвинской системы находятся на территории национального парка «Русский Север», а по закону в национальных парках промысловый лов запрещен. Обычно рыбаки из артели рыбачат в Волга-Балте, но в этом году пришли на озера по просьбе самого парка, потому что сложилась катастрофическая ситуация. В августе были рыбьи заморы. К обмелению и зарастанию водоемов добавилась исключительная для этих мест жара. Рыба гибла от недостатка кислорода. Если уж летом были заморы, то что будет зимой? Поэтому решено было избыток рыбы выловить. Неводный лов во многих отношениях лекарство для водоема. Невод хорош тем, что идет по дну и встряхивает придонные растения, мешая им расти. Он перемешивает воду, он честно вылавливает всю рыбу, и большую, и мелкую, то есть просто извлекает излишек, не влияя на состав ихтиофауны. При неводном лове процент мелкой рыбы, так называемой раньше мелочи третьей группы, ну сейчас она немножко иначе называется, довольно-таки высок. И часто очень возникают проблемы с реализацией такой рыбы, потому как вот у нас в своем магазине в Плавничке мы эту рыбу продаем населению. Любая бабушка, она с удовольствием приезжает, покупает. Думаю, населению очень выгодно. Но, к сожалению, пропускная способность нашего магазинчика, она не так велика, и поэтому где-то в Кирилловском магазинчике мы в сутки реализуем 100-150 килограмм вот этой рыбы мелочи. А остальную рыбу приходится пристраивать на свинарники, еще куда-то, хотя это экономически очень невыгодно. По большому счету, вот рыбаки, которые трудятся в неводе, они с этого мелкого частика не в зарплате, рыбаки не в предприятии какой-то выгоды, конечно же, не имеют. Это абсолютные убытки. Но тем не менее, озера, как бы мы все местные жители, озера, они наши озера. Мы прекрасно понимаем, что если мы не будем отлавливать эту рыбу, то в озерах будет беда. И поэтому ловим себе в убыток. Ну, иногда спасает, что как бы крупная рыба тоже попадает с мелочью, и получается и рентабельные забросы. И экономический интерес определенный, само собой, есть. Совсем без интереса мы разорились очень даже быстро. Артель «Рыбак» существует уже 14 лет. Это единственная постоянная артель в Кирилловском районе. Она образовалась, когда от рыбаков отказался совхоз. Совхоза уже давно нет, а артель худо-бедно существует. У большинства рыбаков занимались ловом отцы и деды. В артели работает несколько братьев. Это семейный промысел. Ведь профессия рыбака нелегкая, люди со стороны редко в нее приходят.
Но, к сожалению, выживать артели становится все труднее. Основная трудность, конечно же, в нашем законодательстве, потому что у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Вот сейчас ситуация, предконкурсная, допустим, ситуация, все водоемы, согласно закону о рыболовстве, будут выставляться на конкурс. На каждом участке будет свой пользователь. И, насколько нам известно, критерии этих конкурсов будут завязываться на финансах. Если они будут завязываться на финансах, то, конечно же, те рыбаки, которые действительно занимаются промыслом, нормальным промыслом финансово, они вряд ли смогут конкурировать с теми людьми, которые захотят получить водоемы для того, чтобы просто поиметь с них деньги. И поэтому конкурсы мы можем проиграть. О неводном лове на этих озерах известно еще со времен постройки Кирилловского монастыря. И будет ужасно обидно, если в наши дни этот древний промысел исчезнет. Но дело ведь не только в рыбном лове. Уход рыбаков может губительно сказаться на состоянии местных озер. И тому есть показательный пример. Это озеро Долгое. Оно находится в черте города Кириллова, недалеко от монастыря. Еще 15 лет назад рыбаки ловили здесь рыбу. Но кому-то не понравилось, что промысел ведется в историческом центре, и лов запретили. Озеро стало с катастрофической скоростью зарастать. Да и рыбы здесь сейчас по большому счету уже нет. Озеро превращается в болото. Конечно, есть и другие способы чистить водоемы, но для этого нужны средства, которых обычно не хватает. Поэтому неводный лов остается самым проверенным и надежным способом сохранения озер. Мы не можем полностью остановить процесс заболачивания, но можем хотя бы его замедлить. В Кирилловском районе сходятся, а порой вступают в противоречие интересы охраны природы, памятников истории, культуры и хозяйства. Чтобы сохранить их, попытаться урегулировать, в 1992 году здесь был создан национальный парк. Его территория занимает почти весь район. Однако жизнь внутри него распределена неравномерно. Возле канала, вокруг Кириллова, места людные, земельные участки дороги. А на севере стоит проехать несколько десятков километров глухомань. Но места не дикие, а обезлюдевшие. Лопотово, Опричкино, Безменово, Кашкино. Названия этих вымерших деревень еще стоят на картах. Даже дороги еще вполне проезжие, да и дома крепкие. Но люди ушли навсегда. Только на пустые фермы еще пригоняют летом коров из сохранившихся сел. А ведь когда-то в этих краях проходил еще один известный водный путь – из Белого озера в реку Онегу. Где-то здесь находился Красный Волок. Может, он был назван так по цвету речной воды? А может, красным он назван потому, что места эти казались людям красивыми. Они и правда красивы, особенно теперь, когда возвращаются в свое дикое первоначальное состояние. Но ведь это значит, что север вымирает, освобождается от людей. И на неезженных дорогах отпечатываются следы волчьих лап. И вместе с тем этот край
хранит высочайшие образцы духовной культуры. Ферапонтов монастырь. Его основал друг Кирилла, святой Ферапонт, а век спустя, в 1502 году, сюда пришел известный московский иконописец Дионисий. Что привело в северную глушь уже немолодого живописца, любимца царя, неизвестно. Но церковь Рождества Божьей Матери сохранила его фрески. Беден был монастырь. Не могли монахи позволить себе поновлять росписи. Поэтому и дошли они до нас такими, какими их задумал и написал русский мастер. Сейчас храм находится под охраной ЮНЕСКО. Немногочисленные прихожане села Ферапонтово ходят в надвратную церковь. Но один раз в год, 21 сентября, в праздник Рождества Богоматери, вокруг храма проходит крестный ход, а на его паперти совершается молебен. Великая живопись оглашается молитвами к той, во имя которой она была создана. Долго идет баржа по каналу. Медленно и неспешно движется здесь время. Но уже близко последний шлюз Северодвинской системы перед выходом в Волга-Балт. Створки шлюза открываются вручную, да и весь канал воспринимается как ручная работа, штучная, неповторимая. Вот он, край водных проселков. Впереди горят огни цивилизации, а позади земля, где тонкое равновесие между природой и человеком может качнуться в другую сторону, где только очаги высокой культуры и разумное поведение людей могут сдержать наступление первобытной ночи.